Всем привет! Меня зовут Виолетта, и я рада приветствовать вас на своем канале «Тайное место», на котором я рассказываю вам разные интересные детективные истории. Сегодня вас ждет новая история, поэтому устраивайтесь поудобнее. Сейчас будет интересно. Сегодня я расскажу вам историю о Диди и Джипси Роуз Бланчард. Это мать и дочь с очень необычной судьбой. За их историей следила вся Америка. И в этой истории есть все: любовь, болезнь, убийство и раздвоение личности. История запутанная, она с очень неожиданным поворотом. Такого вы точно не ожидали. Но эта история трагичная и одновременно завораживающая. Поэтому я советую вам подписаться и поставить лайк этому видео. Джипси Роуз Бланчард родилась в штате Луизиана в 1991 или 1995 году. Об этом я расскажу вам немного позже. Как утверждает племянница ее матери, Джипси родилась немного раньше положенного срока, и это повлияло на ее развитие, особенно на развитие ее черепа. Через несколько месяцев после родов Диди обратилась к врачу, обеспокоенная тем, что по ночам Джипси переставала дышать. Врач провел диагностику и выяснил, что все в порядке. Но Диди все равно боялась, что с ее дочерью что-то не так, и что она могла родиться с генетическими заболеваниями. С тех пор она очень сильно переживала за свою дочь, боясь, что в любой момент с ней может случиться что-то плохое. Через 3 месяца после рождения Джипси ее отец, Род Бланчард, решил развестись с Диди, но он был обязан каждый месяц выплачивать алименты по $1200. Он мог видеться с Джипси, но это происходило с каждым разом все реже и реже, потому что Диди и Джипси каждый раз переезжали все дальше и дальше от того места, где жил Род. Когда Джипси было около 8 лет, она упала с мотоцикла своего дедушки и повредила колено. Диди сразу отвезла ее в больницу, а из больницы она вывезла Джипси уже на инвалидном кресле. Как говорила Диди, это нужно было для того, чтобы не ухудшить состояние колена. Диди была уверена, что в будущем Джипси понадобится сделать несколько операций, чтобы она могла снова научиться ходить. Все детство Диди водила Джипси по врачам. Однажды она привезла ее в больницу в Новый Орлеан и пожаловалась врачам на проблемы со слухом и зрением. И это не считая мышечной дистрофии и генетических заболеваний, которые у нее были. Она также жаловалась на то, что у ее дочери иногда случаются эпилептические припадки. Врачи успокаивали мать и говорили, что с ее дочерью все будет в порядке. Они выписали средства от эпилепсии и обезболивающие. Из-за каждой проблемы со здоровьем Диди сразу отправляла Джипси к врачам. Из-за одной из этих болезней у Джипси начались проблемы с зубами, и поэтому ей пришлось удалить несколько зубов. Еще Диди заметила, что у Джипси проблемы с приемом пищи, и врачи поставили ей специальную трубку, через которую еда попадала сразу в желудок. Самое страшное, что среди многочисленных заболеваний появился и рак. Поэтому Диди побрила девочке голову, потому что считала, что волосы все равно выпадут из-за химиотерапии. Также мать рассказывала, что у ее дочери астма, и что по умственному развитию она на уровне 7-летнего ребенка. В августе 2005 года на штат Луизиана обрушился ураган Катрина. Он разрушил дом Диди и Джипси. Из-за этого они переехали в город Аврора, штат Миссури. Благодаря тому, что они выжили в этом урагане, и со сложной ситуацией со здоровьем Джипси, Диди и Джипси стали известны на всю Америку. Они выступали в поддержку людей с ограниченными возможностями. Одна благотворительная организация построила для них новый дом в городе Спрингфилд. В этом доме были пандусы, там были специальные широкие дверные проемы, чтобы Джипси могла проехать на своем инвалидном кресле. В ванной было джакузи, а в гараже стояла новая машина, которую также пожертвовали бедной семье неравнодушные люди. Люди жертвовали им деньги, оплачивали поездки в Диснейленд, перелеты в другие города на лечение.
И при этом Диди не просила о помощи. Люди просто помогали им от чистого сердца. Диди была со всеми дружелюбна, была очень приветлива, и все с теплом относились к ней и к Джипси. Been so nice to us. It feels like we finally came home. It is wonderful. It's so beautiful and happy and homey. На всех фотографиях девочка улыбается. Она никогда не жаловалась окружающим на свое здоровье. Она героически выдерживала все свои болезни. Походы к врачам, множественные операции. Мать и дочь постоянно были вместе. И у них на Фейсбуке была общая группа, где Диди рассказывала о здоровье своей дочери. Джипси не ходила в школу со 2 класса и находилась на домашнем обучении. Она скучала по своим одноклассникам и друзьям. В новом городе у нее появилась подруга Алия Вудманси. Она общалась с ней на Фейсбуке с секретной страницы с компьютера своей мамы. Джипси рассказывала ей о своих переживаниях. Она рассказала ей о том, что у нее появился парень, Ник. Они познакомились в 2012 году в религиозной группе на Фейсбуке, где католики искали себе пару. Этого молодого человека зовут Николас Годиджон. Он жил в штате Висконсин. Еще в детстве ему поставили диагноз аутизм, а сам парень был уверен, что у него расстройство личности, и что в нем живет сразу несколько личностей, и одна из них злая. Джипси спрашивала у Алии, как понравится парню, и как строить с ним отношения. Нику было тогда 24 года, и пара уже планировала свадьбу, и как они назовут детей. Алия думала, что Диди в курсе того, что ее дочь встречается с парнем и все контролирует. Но она предупредила, что Ник может оказаться другим человеком, а не тем, за кого он себя выдает. Однажды летом, 14 июня 2015 года, на странице Диди и Джипси в Фейсбуке появилось вот это сообщение. Все были просто в шоке. Что это означает? Может быть, их страницу взломали? Чуть позже появилась еще одна запись. К дому матери и дочери вызвали полицию. И когда она приехала, то они увидели, что было открыто окно на кухне, но никаких следов проникновения в дом не было. Все 3 инвалидные коляски Джипси были на месте, но самой девочки не было. И это означало только одно. Все очень серьезно. В комнате Джипси не было ничего подозрительного, только незаправленная кровать. Также полицейских насторожило то, что предыдущие несколько дней никто из соседей не видел мать и дочь. По местному телевидению в новостях объявили о их пропаже. В Спрингфилде, штат Миссури, разыскиваются мать и дочь. В последний раз 19-летнюю Джипси и 48-летнюю Клодин Бланчард видели 10 июня. Если вы что-то знаете, позвоните в полицию. Полицейские допросили подругу Джипси, Алию. Она рассказала, что они с девочкой были очень близки, и показала их совместную переписку. Утром стала известна ужасная новость. В доме Диди и Джипси было найдено тело Диди с ножевыми ранениями. Это было жестокое убийство. Никто не понимал, за что ее убили, ведь она была очень любящей и заботливой матерью. Она не сделала никому ничего плохого. И главное, кто мог это сделать? Сначала у полицейских даже не было подозреваемых, потому что у этой семьи не было врагов. Стало ясно, что здесь что-то не складывается. По IP-адресу полиция отследила место, где был сделан тот пост на Фейсбуке, и они поняли, что автором этого поста был Николас, парень Джипси. Они приехали к нему домой, и у него дома они увидели Джипси. Она была жива и здорова, с ней все было в порядке. Но что самое интересное, она была без инвалидной коляски. Она могла ходить. В комнате Ника нашли нож, и на допросе он сразу признался в убийстве Диди Бланчард. А еще он сказал, что эта Джипси попросила его убить свою мать. Он сказал, что сделал это во имя их любви. Сама Джипси во время допроса не могла поверить в то, что произошло.
Началось расследование. На заседание Джипси пришла самостоятельно, без инвалидной коляски. И она была абсолютно здорова. То есть вся эта история, все это было одной огромной ложью. Чтобы разобраться в том, кто был автором этого обмана и зачем нужно было все это придумывать, нам с вами придется вернуться назад. В самое начало. Отцу Джипси, Роду, было 17 лет, когда он познакомился с Диди, и она забеременела практически сразу после их знакомства. И им пришлось пожениться. Несколько месяцев они жили вместе. Диди была хорошей женой, отличной хозяйкой, но их брак не клеился, и они приняли решение развестись. Род называл причиной развода то, что он просто разлюбил Диди. В 1991 году родилась Джипси, и она была абсолютно нормальным ребенком. Только по размеру она была немного меньше других детей. Но Диди всем говорила, что девочка задыхается по ночам, и она никому не разрешала с ней сидеть, даже мужу и своей сестре. После развода с Родом мать и дочь жили вместе с отцом Диди и его женой. Они замечали, что Диди подсыпает в еду своей мачехи средства от сорняков, и из-за этого она очень плохо себя чувствовала. Через какое-то время отец и его жена стали интересоваться здоровьем своей внучки. Это не понравилось Диди, и она решила увести свою дочь подальше от них. Когда девочке было 5 или 6 лет, у нее начались проблемы со слухом и зрением, а также ее надо было кормить через специальную трубку. Диди пришлось уволиться со своей работы, чтобы заботиться о дочке. Она жила на пособие по инвалидности и на алименты от мужа. В какой-то момент Джипси и Род сдружились и стали ладить. И когда это заметила Диди, она стала препятствовать их встречам. Она начала все дальше и дальше увозить девочку от отца. Джипси боялась свою мать. Однажды она выбежала из дома и побежала к дому своих соседей. После этого Диди отвела дочь домой и затем избила ее. Она говорила, что Алия, ее подруга, очень плохая, и что Род, ее отец, тоже плохой человек, что он ее избивал, и что он вообще чуть ли не наркоман. Диди не хотела, чтобы ее дочь общалась с кем-то, кроме нее. Окунувшись в историю Диди, полицейские поняли, что на ее отношения с дочерью повлияло то, как мать самой Диди с ней обращалась. Диди выросла в большой семье. Она была 6-м ребенком. Мать считала ее болезненным ребенком и была сильно привязана к девочке. Диди спала в одной кровати вместе со своей мамой. Она очень сильно оберегала дочь. Ей доставалось только все самое лучшее. Ей подарили машину, она участвовала в конкурсах красоты, ей оплатили обучение, а ее братьям и сестрам всего этого приходилось добиваться самим. Смерть мамы для Диди была очень большим потрясением. Она не была готова к тому, что теперь ей придется вести взрослую жизнь и справляться со всеми проблемами самостоятельно. Она привыкла к тому, что она все легко получает. И в будущем она была готова зарабатывать любыми способами, даже незаконными. Например, она подделывала банковские чеки. По мнению психотерапевтов, у Диди была болезнь Мюнхгаузена. Это частое расстройство, когда человек либо у себя обнаруживает несуществующие болезни, либо находит их у другого человека и заставляет поверить его в то, что он болен. Единственным достижением Диди за всю жизнь было иметь больного ребенка. Это было целью ее жизни – заботиться о дочери. Поэтому она и не подпускала к ней никого. Еще один мотив такого поведения для Диди – это деньги, потому что они получали много пожертвований от благотворительных организаций или просто от пожертвований разных людей. Но это еще не все. Как же Диди могла диагностировать у своей дочери все эти несуществующие болезни? И самое главное, как она заставляла врачей поверить в то, что девочка и правда больна. Некоторые врачи выписывали нужные лекарства. У Диди было медицинское образование. Она раньше работала медсестрой, а также она изучала медицинскую литературу перед каждым приемом у доктора, чтобы как можно правильнее рассказывать о симптомах и диагнозах. Также ей на руку сыграл ураган Катрина. Она убеждала врачей, что все медицинские документы, медицинские карты и обследования были потеряны во время урагана, и врачи ей действительно верили. К тому же на приеме у врачей всегда говорила только Диди.
Джипси постоянно молчала и не говорила, что у нее болит или что ее беспокоит. Всегда говорила только мать. На приеме Диди всегда держала дочь за руку. И если вдруг девочка начинала говорить врачу что-то не то, Диди сильно сжимала ей руку. А дома она могла очень серьезно за это ее наказать. Но некоторые врачи были готовы просто побольше заработать, и они игнорировали то, что ребенок здоров, но при этом выписывали лекарства и получали деньги от страховой организации. Если вдруг врачи отказывались сделать какие-то ненужные обследования и лечить Джипси от болезней, которыми, по их мнению, девочка не болела, то Диди просто брала дочь за руку и шла искать другого врача, который согласится это сделать. И она и вправду их находила. Детский невролог Бернардо Фластерштейн осмотрел Джипси, и он заметил, что с ней все в порядке, и у нее нет никакой мышечной дистрофии, и что она может ходить, и что, возможно, у нее нет и всех остальных заболеваний, о которых говорила ее мать. И он сказал об этом девочке. Сначала она не особо в это поверила, но потом она стала догадываться, что он может быть прав. А раньше она верила, что неизлечимо больна. Бернардо позвонил врачам в Новый Орлеан, которые раньше обследовали Джипси, и попросил их рассказать о ней. Врачи из Нового Орлеана также подтвердили теорию о том, что она абсолютно здорова. Бернардо первым предположил, что проблемы не у Джипси, а у ее матери. Но тогда ему нужно было иметь больше доказательств, чтобы обвинить Диди. И он никуда об этом не сообщил, о чем потом сильно сожалел. В 2010 году Джипси нашла свое свидетельство о рождении, где было написано, что на самом деле она 91-го года рождения, а не 95-го. Ее мать подделывала свидетельство о рождении, чтобы отсрочить ее совершеннолетие. А это значило, что в 2010 году ей было не 15 лет, а 19. А это означало, что она уже совершеннолетняя и может сбежать от матери. Джипси любила конференции по научной фантастике. Она любила переодеваться в костюмы героинь из разных фильмов. На одном из таких событий она познакомилась с парнем, с которым до этого она познакомилась в интернете, и рассказала ему, что она может ходить и что она хочет сбежать. Это было в 2011 году. Тогда этот парень отвел ее в свой номер в отеле. Но Диди, конечно же, нашла ее, отвела домой, а потом избила. С помощью молотка она разбила компьютер и на 2 недели привязала Джипси к кровати. Затем она пошла в полицию и написала заявление, что ее дочь Джипси умственно отсталая. А это означало, что любое обращение Джипси полиция не будет воспринимать серьезно, а ее обвинения в адрес матери даже не рассматривались бы. В 2012 году Джипси познакомилась с Николасом, и через несколько лет общения в интернете они решили встретиться в кинотеатре, и там она хотела познакомить его со своей мамой. Но знакомство не заладилось, а позже молодые люди решили уединиться в туалете. Позже Диди увидела Николаса в коридоре кинотеатра вместе с Джипси. Она спросила у Джипси, почему она до сих пор с ним общается. А затем она отвела ее в туалет и там избила. И тогда Джипси поняла, что пока жива ее мать, у нее не будет нормальной жизни. И тогда Джипси вместе с Ником придумали план. Джипси спросила у него, готов ли он убить ради нее. И он сказал, что его злая личность, которая живет в нем, легко с этим справится. После похода в кинотеатр Николас еще раз приехал в Спрингфилд. Вечером, когда Диди уснула, он подошел к их дому. Джипси открыла ему дверь, дала ему перчатки, скотч и нож. Ник сказал Джипси остаться в ванной и закрыть уши, а сам пошел в спальню к Диди и убил ее. Потом они взяли $4000 из ее кошелька, которые она накопила за счет алиментов мужа, и уехали в мотель, который находился за городом. Они провели там несколько дней. Джипси и Ник думали, что теперь все кончено, и что они свободны и могут жить счастливо. Нож, которым Ник убил Диди, они отправили по почте в дом Николаса, а сами поехали туда на автобусе. Сейчас вы можете видеть кадры того, как Джипси идет к автобусной остановке без чьей-либо помощи и без инвалидного кресла. 14 июня Джипси заставила Ника написать те 2 сообщения в группу Фейсбука, потому что она беспокоилась, что прошло уже несколько дней,
а тело ее матери до сих пор не нашли. В Висконсине их обоих задержали и отправили на допрос. Николаса обвинили в особо тяжком преступлении. По закону штата Миссури за убийство грозит смертная казнь или пожизненное заключение. Но прокурор сказал, что не будет добиваться смертной казни, потому что он считает этот случай экстраординарным. Адвокаты Николаса на слушании по этому делу ссылались на его аутизм, а это сделало бы его невменяемым и смягчило бы приговор. Также они ссылались на то, что идея убийства принадлежала Джипси. Несмотря на эти доводы, Николасу все равно придется провести всю жизнь в тюремной камере. Джипси признала свою вину, и ее судили по статье за убийство со смягчающими обстоятельствами. В июле 2015 года ее приговорили к 10 годам лишения свободы. По словам адвоката, за время, проведенное в тюрьме, Джипси набрала 6 килограммов, в то время как другие заключенные обычно теряют вес. Это доказывает то, что Джипси была сильно истощена. К тому времени, когда Джипси выйдет из тюрьмы, ей будет 32 года. Эта история вскрыла много проблем, начиная отношениями между родителями и детьми и заканчивая проблемами в медицине. Джипси была заложницей обстоятельств. Над ней издевалась мать в течение всей ее жизни. Но с другой стороны, у Джипси должен был быть другой выход. В конце концов, она могла просто выйти на улицу или рассказать обо всем соседям. Это очень неоднозначная ситуация. Это все, что я сегодня хотела вам рассказать. И теперь я передаю слово вам. Пишите, что вы думаете об этой истории. И считаете ли вы наказание для Николаса и Джипси справедливым? Спасибо вам большое за просмотр. Я буду рада снова видеть вас на своем канале. Ну а я прощаюсь с вами. Скоро мы снова с вами увидимся. Пока!